Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. У нас сегодня 2 колоды. И первая — это у нас колода добра, которую прорисовала великолепный художник Колин Барон Рид. Поэтому будем добрее к самим себе. В целом, период как раз осени, он может нам возвращать людей из прошлого, какие-то ситуации из прошлого. Хотя в целом для вас он будет как раз, содержать какие-то новые совершенно перспективы. Но действовать придется как-то иначе. Я подробно не останавливаюсь, но приглашаю вас перейти в инфобокс в описании под видео. И на моем сайте есть планетарные гороскопы, есть разные транзиты, мои дорогие. К примеру, Лилит в вашем знаке зодиака, это ведь еще продлится с заходом на 2025 год. И как это вот будет влиять на вас, на ваш знак зодиака, можете посмотреть как и видео, так и прочитать статьи на моем сайте. Мы же с вами идем вперед. И первую карту на колоде добра. Что придет? Давайте достанем. Что придет в вашу жизнь в октябре? Какие события, какие энергии, мои дорогие весы? Итак, что придет? А что уйдет? Возможно, это какое-то дело, конкретный вопрос, который вы сумеете подвести к итогу и начать и завершить. Может быть, что-то и тянется, словно с прошлого, и вы сможете с чем-то проститься. А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? И на колоде Таро 3 главных, 3 важных события для вас, мои дорогие весы. Каковы энергии или сферы жизни, или события конкретные? Давайте узнаем. Достанем 3 карты, позже мы их раскроем. Первое событие, второе событие и третье событие. Что же придет? Ух ты! Вообще, раньше, когда выпадало солнце, говорили: иди, у тебя все хорошо. Понятно, на 100% редко бывает хорошо, но тем не менее с большими плюсами какими-то. Безусловно, карта Солнца — это карта выбора правильного направления. Именно на направление показывает Солнце. У нас в любой колоде карт 2 карты. Солнце — это где-то месяцев 6-8, если мы так на реалии жизни переложим. А карта Звезда — это лет на 10-20. Поэтому какое-то ближайшее будущее с заходом на 2025 год. Вы словно приоритеты свои выбираете. Или какую-то цель, намерение. И потом вы будете корректировать методы, средства, способы. Но вот с чем-то вам определиться определенно стоит. Безусловно, это карта нашего эго. Но это еще когда сбываются наши мечты. Поэтому это ваша сильная позиция. В принципе, как солнце, как какая-то возможность для вас может появиться. И, кстати, это как есть такое значение в этой колоде, как изобилие и благодарность, мои дорогие. Поэтому благодарите тех, кто вам помогает, или благодарите, если словно Вселенную, даже когда у вас какой-то вопрос решается, нам тогда возвращается эта благодарность, пусть даже мысленная, во много крат сильнее. Есть какое-то взаимодействие, ведь по аркану Солнца есть еще и сильная энергия, которая может нас подталкивать, настаивать на своем. И вот здесь это должно быть в красивом тандеме в плане благодарности. Что уйдет? 4 Земли. Вообще это аркан уверенности. И умеренности где-то тоже. Когда у нас все под контролем, когда мы в таких, надежно спокойных энергиях,
Ну, правильно, если первая карта Солнца, какой-то драйв нам тут как раз наоборот предвещают новые планы на будущее. И если прежде вы что-то просто сохраняли себя, свои собственные позиции, а здесь начинается какое-то движение, по крайней мере, я так это вижу. И, конечно, это не уходит, но, видимо, какой-то период, к примеру, затянувшегося ожидания. Или когда, мои дорогие весы, вы где-то успели заскучать тихо в уголке, потому что ничего не происходит. Безусловно, все зависит от того, какие усилия вы прикладываете или какие планы изначально вы перед собой строите. Поэтому, ну, где-то не рисковать вашей собственностью, потому что по этой карте это идет. Ну, и уделять внимание тому, что надежно. Но в этом контексте как раз вы можете, к примеру, ведь старший аркан Солнца, у кого-то могут быть оформления, какие-то важные по части недвижимости или заключение договоров. Мы можем, кстати, за период осени как и заключать или перезаключать что-то. У нас период ретроградности. Перезаключать, как и брачные контракты, пересматривать, может быть, и контракты по работе, какие-то соглашения, варианты и еще там по документам. И поэтому, оттолкнувшись вот от этой надежности или от правильного видения, что есть в нашей реальности, вы сумеете что-то сделать надежно для себя самих. Что будет продолжаться? Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И если у нас что уйдет? Я говорила, что да, надежность какая-то, она присутствует. Но у нас здесь четверка. Вот эти энергии словно удваиваются, потому что идет уже восьмерка Земли. И у нас, знаете, как какая-то волшебная песня. Буквально у нас скрипка, альт изображен на своеобразном дереве денежном. Поэтому будет продолжаться какие-то вопросы заработка, вашего творчества. Денежная тема, она продолжится в том или ином варианте, значит, где-то с заходом на ноябрь. Но это всегда карта, когда нам говорят «продолжай». Вот что-то нельзя оставить, потому что есть в этом прогресс. Значит, действительно, либо по части работы, те, кто без работы, вы как раз можете найти работу, даже, я бы сказала, по душе. Или то, чем вам нравится заниматься. По этой карте иногда идет и стажировка какая-то. Получение знаний, мои дорогие, идет. Или применение каких-то новых навыков. Ведь из четверки получается восьмерка. Мы как будто становимся большим профессионалом. Или лучшим экспертом, более востребованным. Или как способ заработка тут тоже в плане прогресса присутствует. Было 4, стало 8. Чем не соблазняться? Все то, что противоречит закону. Или все то, что противоречит правилам. Безусловно, не соблазняться. Ну, к примеру, если вдруг такие энергии будут на вас воздействовать, когда мы говорим «я на тебя в суд подам» или «я с тобой разберусь», вот этому нет, вот этим лучше не соблазняться. Сам по себе баланс для вас от начала до конца, потому что на кону ваше солнце. Ну и самим, подписывая договоры или ставя печати, подписи, если у вас есть личная печать, ставя куда-то подписи, вы должны на пару шагов вперед словно заглянуть и не подвергать ни свое доброе имя риску, либо какую-то конкретную, может быть, финансовую ситуацию тоже решить очень грамотно. На что соглашаться? Карта мага. И вот все то, что я долго говорила уже по этой карте, это как у вас все стихии в руках. Но карта мага – это карта холодных энергий, а у вас первая карта Солнца. Поэтому разная энергия и по части эго, когда что-то хочется осуществить. Но это нужно переложить на какую-то реальность. И маг – великий реалист. И тем не менее он маг, потому что он использует какие-то совершенно новые методы, новые возможности. Безусловно, эта карта, ну, где-то диалогово компромиссная может быть, потому что маг, он не хочет себе навредить. Он уходит от какого-то конфликта, потому что ему это не интересно. И вот где-то на это соглашаться, на свою сильную позицию определенно стоит. Но при этом слушать свою, безусловно, интуицию или уметь увидеть то, что находится за кулисами.
Вот где-то, может быть, и энергии, несмотря на солнце, такого серого кардинала вам придется применять. Чего опасаться по семерке воздуха? Да, будет желание, знаете, особенно с теми персонажами, которые надоели до оскомины, разобраться. А маг рядом у нас говорит: нет, оставь. Семерка воздуха – это всегда, когда мы, наоборот, ищем взаимопонимание, когда худой мир лучше доброй ссоры, когда мы не активизируем или не увеличиваем дистанцию конфликта. Опасаться желания где-то быть или жить по собственным правилам, и в то же время не удовлетворять чужие ожидания, понимаете? Вот действительно баланс вам совершенно точно нужен. И не впасть в какой-то конфликт, или не быть втянутым в какой-то конфликт, не участвовать в какой-то конфронтации, или, к примеру, вы заходите в какой-то кабинет, а там обсуждают начальника, лучше ретироваться, чтобы не быть без вины виноватому. Вот это тоже есть момент, одним словом. Будьте магами, волшебниками. Правильно увидеть, что есть по факту. Правда, без дипломатии никак, но в этом ваша сильная позиция. Если мы про 3 главных события, вот очень интересно, девятка мечей – это карта ночного кошмара. Или того, чего нет. У человека закрыты глаза. Это ему так кажется. Может быть, для кого-то конкретно такая многозадачность или какие-то возможности словно лишают сна. Вы продолжаете, ложась спать, отдыхать, вы продолжаете додумывать какую-то историю. И тогда это вам может существенно помешать, потому что ни до чего мы не додумаемся. Но здоровый сон – это где-то, вот особенно с учетом карты мага, это критическое мышление. Поэтому для вас будет очень важно где-то, с одной стороны, не осуждать, кстати, себя. Может быть, по этой карте и хочет сказать переход от самоосуждения к самосостраданию. И мы ведь сказали: будьте добрее к самим себе. И если вы где-то совершили ошибку, мы люди, мы можем и ошибаться, и мы должны идти дальше. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие весы, страшно, вот конкретно страшно. И меня смотрят люди из разных стран. Тогда примите во внимание, что страх искажает реальность. Вот эти два направления, таких очень тонких нюансов, они могут сопутствовать где-то, ну, как минимум на начало октября. У вас карта мага, у вас сильная позиция. Не время бояться, но и не время рисковать собой. Чем дело кончится? Принять, увидеть эту реальность – это самое правильное. Открыть глаза. Первое действие. Чем дело кончится? Принять какое-то сожаление. Может быть, простить себя за предыдущие ошибки. И причем это не глобальная ошибка, пятерка кубков, это вообще ни о чем, это карта апатии. И кто-то из вас может перестать действовать или начать сомневаться в себе, или просто, знаете, вот я не буду делать ничего. Пусть как идет, так и идет. И тогда вот этот период апатии, он не закончится. Об этом нам тоже где-то говорят. Но если мы про ошибки, что, ну да, тогда нужно быть реалистом и принять, что есть те истории в нашей жизни, пусть мы даже ошибались, вовремя что-то не рассмотрели, были обстоятельства или ситуации, когда мы не могли на это влиять. Принять то, что да, сложилось именно так, и идти дальше. Чем сердце успокоится. Завершить, как и ночные страхи, мои дорогие, как и сами по себе внутренние какие-то сомнения. Посмотрите, 3 карты вам говорят, по сути дела, об одном и том же. И в конце выпадает 13-й старший аркан – смерть. Отпускай. Отпускай то, что не может быть продолжено. У вас солнце на кону. И если какая-то, может быть, личная история не сложилась, ну и не надо, будет другая, более лучшая. Поэтому чем быстрее вы себя словно приведете, ну, в некоторую эмоциональную норму, не оглядываясь назад, примите вот именно то, что вы не в силах изменить, тем быстрее какая-то ситуация вас отпустит. Мысли материальны, помните это. И если вы допускаете с учетом аркана маг какой-то негатив в своих мыслях,
А на завтра с нами как раз и бывает то, что мы думаем сегодня. Квантовая физика это доказала. И в итоге мы и получим завтра какой-то минус. И тогда нечего корить пространство, Вселенную, что у нас что-то не случилось. Мы и сами где-то допустили ошибку. Поэтому не привлекайте, а наоборот избавляйтесь от всего того, что дезорганизует вашу жизнь. Время как-то действовать, делать правильные выводы. И у вас на кону, посмотрите, вот, видимо, какой-то анализ проб, ошибок. И когда не то, что даже это анализ, а когда мы просто отпускаем. Мы признаем, что ну да, 100 раз ошиблась и еще 100 раз ошибусь. Может быть и так. Но на кону колесо фортуны. Вот этот внутренний огонь, он не должен вас и обжигать, с учетом аркана Солнца. Но он и не должен погаснуть. Тут сама судьба будет перед вами какие-то новые варианты предлагать. Ведь всегда перемены идут по этой карте. Значит, какие-то перемены, как и в вашем сознании, в вашем мышлении. Когда вы вообще можете себе поставить другие ориентиры, поменять цели, намерения, и в зависимости от этого вы будете действовать. Но и есть тот пункт, когда вам, мои дорогие весы, чего-то нельзя отложить на потом, иначе вы можете потерять время. Чем дело кончится? Вашим решением и одновременно какой-то вашей решимостью. На что-то нужно как и увидеть реалии, так и действительно перевести эти решения, мысли в действие, чем сердце успокоится. И по пажу мечей быть реалистом. Сердце не успокоится. Есть какое-то продолжение, и нам, собственно, об этом сказали. И карта правосудия тут тоже вам придется вот в тех энергиях, которые я перечисляла по первым картам, вот эти два триплета, вам придется находиться не только в течение всего октября, но, может быть, и до конца года. Есть реальность, есть закон, но есть и новые возможности. И пусть они где-то не совпадают с вашими прежними планами, это не время отказаться от чего-то нового или альтернативного, именно взамен того, что, как я сижу, бездействую, надеюсь, что у меня что-то вернется из прошлого. Вот в целом как-то так. Вам нужно пройти какой-то, может быть, и не совсем обычный фарватер того, что вам предложит судьба. Колесо фортуны сложно комментировать у каждого в своей сфере жизни, но когда что-то начинает меняться, принося вам, с одной стороны, какое-то вдохновение, с другой стороны, безусловно, возможности, а ваши сами по себе возможности велики, но правильно, может быть, организовать как-то свою жизнь. И, наверное, вот эта девятка кубков, посмотрите, это карта самодостаточности, когда у нас все есть. Я называю это картой эгоиста, в хорошем смысле. И, может быть, как раз некоторого здорового эгоизма добавить себе в жизнь, здорового именно, да, не когда мы кому-то что-то доказываем, когда мы оставляем то, что не может быть продолжено, для того, чтобы мы себя не разрушали на кону как раз эти возможности. У кого-то могут быть получение денег, или какая-то, как мы, денежная тема, мы сказали, да, она словно с прогрессом развивается вперед. И правда, большое получение денег или какая-то, ну, может быть, сумма денег, которая застряла у вас, мои дорогие, такое тоже могу допустить по разным причинам. Может быть, как гонорар, то вы его получаете. И вообще это открываются еще и новые возможности и перспективы. Это карта спокойствия, уверенности, самодостаточности и исполнения желаний. Чем дело кончится, хотя понятно, чем дело кончится. Ну все, я уже точно. Чем сердце успокоится, я не тяну. У вас две карты Солнца. Единственное, о чем нужно подумать, это вот как раз о том, о чем мы говорили вот по этим картам. Как будто если мы не пересмотрим свои приоритеты или свои цели, или что-то мы не отпустим, то мы не можем освободить место, куда должно прийти. Это Солнце. Два Солнца. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.